Цель игры – занести мяч в руках в город соперника, защищая свой город от взятия, если мяч перехватят. В начале игры каждая ватага должна располагаться на своей половине поля. Мяч вводится в игру определившийся по жребию ватагой с черты ее города. Современные правила созданы с учетом игровых принципов старинной килы. Игровой процесс имеет свою особенность. В киле разрешено играть руками и ногами, но с важным условием. Как только мяч касается земли, руками трогать мяч запрещено, можно играть исключительно ногами. Для того, чтобы взять мяч в руки, необходимо, чтобы игрок навесил его ногой в воздух, и пока мяч не коснулся земли, другой игрок может схватить его руками. По-простому этот принцип можно назвать разделение игры на два уровня – нижний и верхний, или земля-воздух. При этом есть важное условие. Перевод игры с нижнего на верхний уровень в рамках одного игрока запрещен. То есть тот игрок, кто последним коснулся мяча, прежде чем мяч оказался в воздухе, не может схватить его в руки. Это важно. Это значит, что самому себе навесить в руки нельзя, даже используя другие части тела, например, навесить мяч, ударить его головой и потом взять в руки. Это тоже запрещено. По-простому этот принцип можно назвать комбинацией рука-нога. Запрет этой комбинации действует и в обратную последовательность, то есть скинуть руками мяч себе на ногу нельзя, а вот бросить мяч на землю уже под этот запрет не попадает. Итак, любой розыгрыш мяча, будь то это начало игры, боковой розыгрыш, розыгрыш нарушения, начинается с нижнего уровня. Мяч кладут на землю и вводят его в игру ногой. Если это начало игры или розыгрыш после взятия, то мяч кладется на любую точку черты города атакующей ватаги. Если это боковой розыгрыш, то есть розыгрыш мяча, вышедшего за пределы поля, то мяч кладется на точку, где он эпизодом ранее пересек боковую линию. Если это нарушение, то мяч кладется на точку, где нарушение было совершено. К правилам бокового розыгрыша и розыгрыша нарушений я еще отдельно вернусь. А пока игрок, начинающий игру в атаге, поднял руку вверх, сигнализируя судье о своей готовности, и после стартового свистка вводит мяч в игру ногой с черты своего города. Можно сразу навесить мяч в руки товарищу по ватаге, либо скатить мяч по земле. Свисток судьи является сигналом, разрешающим совершать игровые действия. То есть, как только прозвучал свисток, игра начинается. Игроки могут выходить со своей половины поля и перемещаться по всему полю, атаковать игроков, перехватывать мяч и так далее. Обращаю ваше внимание, что именно свисток судьи разрешает начинать играть, а не факт ввода мяча в игру. То есть, если разыгрывающий замешкался, то мяч можно и перехватить. Время владения мячом, направление паса, нахождение игрока в любой точке поля во время игры никак и ничем не ограничено. Это значит, что нет понятия офсайд, нет ограничений на пас вперед или ограничений на количество пасов. В киле об этом всем забудьте. Игрок с мячом или игрок без мяча ничем друг от друга не отличаются в плане правил. Силовые приемы можно применять к любому игроку. И силовые приемы между собой не различаются. На верхнем или на нижнем уровне идет игра. Всеми доступными способами нужно продвинуть мяч к черте города соперника. Финальным результативным действием будет являться захват или взятие города. Какие условия нужно соблюсти, чтобы судья объявил взятие города? Игрок с мячом в руках должен заступить обеими ногами на территорию города соперника, либо упасть так, что все части тела оказываются на территории города соперника. При этом мяч не должен коснуться земли раньше того, как игрок окажется на территории города.
Если игрок упал на землю, но все части тела не оказались в городе, то он может заползти в город, но только с тем условием, что мяч не должен касаться земли. Если при этом игроку оказывается сопротивление, то действует правило 3 секунд борьбы на земле или правило мертвого мяча. Взятием при этом не будет считаться, если игрок поймал мяч, уже находясь на территории города. Длительность игры. Игра ведется в 2 схватки. Количество взятий в схватке определяется регламентом турнира. Обычно схватка ограничена 3 или 5 взятиями одного из городов. Счет в схватке ведется по взятиям, однако общий счет игры ведется по победам в схватках. Вы наверняка могли видеть такой комментарий к игре. Ватага А сыграла против Ватаги Б со счетом 2-0, и в скобках идет расшифровка счета в схватках. И если счет по схваткам 1-1, то назначается дополнительная схватка, решающая исход матча. Таким образом, ничейного исхода матча в киле не бывает. Дополнительно можно назначить еще и лимит общего времени схватки. Время схватки начинается со стартового свистка и не останавливается в игровых паузах и после взятий города. В таком случае на схватку до 3 взятий дается 10 минут, на схватку до 5 взятий 15. Победа в игре одерживается в случае выигрыша 2 схваток.